Привет! В этом видео хочу показать вам, что мы успели посетить в Барселоне за один день. Нашей точкой отправления была площадь Каталонии. Она расположена в центральной части города. В 5 минутах находился наш отель, и сюда же на площадь мы приехали с аэропорта на Airbus, специальный шаттл-автобус. Самое первое, с чего мы решили начать знакомство с каталонской столицей, это парк Гюэль. Входные билеты мы покупали онлайн заранее на официальном сайте парка. При покупке вам необходимо выбрать нужную вам дату и время посещения. Стоимость билета 10 евро. Парк создавался в период с 1900 по 1914 год. Заказчиком являлся Эусебио Гюэль, богатый каталонский промышленник. Проект оживления зеленой зоны он поручил архитектору Антонио Гауди. Эусебио задумал создать здесь жилую урбанизацию, в которой будут расположены элитные дома для местных богатых семей. На территории площадью 17 гектар было выделено около 60 земельных участков под строительство домов. Расположение урбанизации было превосходным, с видом на море и Барселонскую равнину. Но в итоге проект оказался неуспешным, и здесь всего построили только 3 дома. Самый первый участок был приобретен другом Гауди в 1902 году. Вилла, построенная на том участке, до сих пор принадлежит потомкам первого владельца. Второй земельный участок купил Антонио Гауди и переехал жить туда со своим отцом и племянницей в 1906 году. Позднее, в 1907 году, сам Гюэль переселился в особняк, который был построен как выставочный для покупателей. Сегодня в этом здании расположена школа для детей младшего возраста. Сложные условия продажи и плохая транспортная система в то время привело к отсутствию покупателей, и в 1914 году проект был закрыт. К тому времени сад, над которым все это время трудился Гауди, стал частной собственностью Гюэля, а тот впоследствии разрешил использовать территорию парка для общественных мероприятий, и в туристических путеводителях по Барселоне сад стал фигурировать как достопримечательность города. Эусебио Гюэль умер в 1918 году, а в 1922 его наследники продали парк муниципалитету Барселоны. Для знакомства с этим уникальным местом нам понадобилось около 2 часов. Следующее место нашего посещения – гора Тибидабо. Туда нас доставляет фуникулер. Стоимость поездки в оба направления 12 евро. Это самая высокая вершина Барселоны с максимальной точкой 512 метров над уровнем моря. На склонах Тибидабо находится несколько достопримечательностей. Одна из главных – это храм Святого Сердца. Посетить его можно бесплатно. Строение храма представляет собой комплекс из 2 церквей, как будто одну поставили на другую. Проект строительства принадлежал известному архитектору Энрике Санье. Храм начали строить в 1902 году, прихожанам его открыли в 1935. За дополнительные 5 евро на лифте можно подняться на крышу. Последующее строительство комплекса завершал уже сын архитектора Жозеп, которое завершилось в 1961. Одним из первых объектов, появившихся на горе Тибидабо, это водонапорная башня под названием «Башня 2 рек». Ее построили в 1902 году.
А еще здесь находится самый старый в Европе парк аттракционов. Он работает с 1901 года. Следующее место, куда мы направились, это площадь Испании. Здесь я вам рекомендую посетить торговый центр Arenas de Barcelona. Он расположился в бывшем здании для корриды. От арены для боев с быками здесь сохранился только фасад. Если подняться на крышу центра, то вы увидите вид на Барселону на 360 градусов. Подняться наверх можно двумя способами: через торговый центр бесплатно или на лифте за 1,5 евро. Отсюда лучшая панорама на Монджуик. Монджуик – это горная возвышенность с максимальной точкой 173 метра. Сейчас это пространство богато и разнообразно для туристического взора. Всему этому способствовало два крупных события, которые происходили в Барселоне. В 1929 году здесь происходила Всемирная выставка, а в 1992 – летние Олимпийские игры. Самое популярное, что привлекает сюда гостей города, это фонтан, который вечерами озаряется подсветкой в сопровождении с музыкой. Но, к сожалению, сейчас из-за засухи он временно не работает. Это красивое здание является Национальным дворцом, где находится Музей искусств Каталонии. Не переживайте, что вам нужно будет преодолевать эту лестницу. Подняться можно на эскалаторе. Многие из ожидающих, к сожалению, не знают, что фонтан не работает, и надеются на шоу. Следующее место, которое мы посетили в Барселоне, я бы назвала особенным. Оно называется «Испанская деревня». Это огромный музей, который построили к Всемирной выставке Барселоны 1929 года. На территории Испанской деревни построили 117 двойников архитектурных объектов. Создатели проекта посетили более 1600 испанских городов и деревень для знакомства с архитектурой страны, чтобы создать лучшие копии. 16 месяцев длилось строительство, и 20 мая 1929 года испанская деревня была открыта к выставке. Некоторые двойники построены в натуральную величину, другие же являются уменьшенными копиями. В испанской деревне можно видеть похожие улицы, площади и даже небольшой квартал частицы Андалузии. Стоимость входного билета в кассе 15 евро. Если покупать онлайн на официальном сайте, то 13,50. Наше время пребывания в Барселоне составило 3 дня, поэтому в следующих видео я подробно расскажу, что мы успели посетить за остальные дни.